Что связывает руины замка Рынгу и старейший ботанический сад Балтии? Сегодня мы отправляемся в Тарту. Полетели! Шумные городские улицы, гул транспорта и суета. Но стоит сделать всего лишь шаг за эти ворота, как мир вокруг замирает. Вход на уличную территорию ботанического сада Тартусского университета абсолютно бесплатный. Это удивительный природный оазис и лучшее место в городе для ментальной перезагрузки. Мы с вами находимся в старейшем, постоянно действующем ботаническом саду Балтии. Только представьте, он был основан в 1803 году, переехал на это место в 1806 и с тех пор ни разу не прекращал свою работу. 220 лет непрерывной зеленой истории. Первый директор сада, профессор Герман, выбрал это место не случайно, а с инженерной точностью. Сад разбили на старом шведском бастионе прямо у реки Эмейи, что решило вопрос с поливом. Круговая стена укрепления создала уникальный, защищенный от ветра микроклимат, идеальный для капризных экзотических растений. Удивительно, но планировка сада осталась практически неизменной с XIX века. Гуляя по дорожкам, мы буквально повторяем маршрут первых студентов. А вот и тот самый человек, подаривший городу этот цветущий рай. Профессор Готфрид Альберт Герман. Балтийский немец, талантливый врач и ботаник. На плече профессора сидит птица. Это дань уважения историческому портрету, где Герман был запечатлен со своим любимым синим попугаем. Спускаемся в Альпинарий. Эту каменистую секцию около века назад заложил знаменитый ботаник, профессор Николай Кузнецов. Он превратил сад в мощную научную базу. Сегодня в этой коллекции собрано около 1000 видов горных растений со всего мира, от величественных Альп до далеких Гималаев и Кавказа. Настоящий горный ландшафт в миниатюре. Среди зелени Альпинария нас встречает литовская девушка. Подарок Вильнюсского университета. Позвольте представить вам Жемину, языческую богиню плодородия и матери земли. В литовской традиции уличные скульптуры вырезали из дуба, и этот образ далек от античных канонов. Перед нами не юная дева, а зрелая монументальная женщина, которая словно прорастает из самого дерева. Ее одежда покрыта глубоким геометрическим орнаментом, а в руках вместо колосьев она держит цветы. Дорожка выходит нас к воде. Это тихий пруд, где так любят отдыхать горожане. Но не просто элемент ландшафта, а уцелевшая часть оборонительного рва шведских времен. Создатели сада гениально вписали военное сооружение в мирный проект. Пруд давно стал визитной карточкой Тарту. На архивных фотографиях начала 20 века он выглядит точно так же. На самом краю бывшего рва, отражаясь в воде, стоит главное здание ботанического сада. Это изящно бело-кремовый особняк в стиле строгого классицизма. Создают ту самую благородную, открыточную атмосферу университетского Тарту. А прямо посреди пруда, на крошечном искусственном острове, красуется белоснежная ротонда. После реконструкции этот купол с колоннами стал самым романтичным местом в городе. Летом здесь проводятся выездные свадьбы, а из-за потрясающей акустики над водой устраивают камерные концерты, слушать которые можно прямо со склонов бастиона. Чуть дальше мы встречаем памятник Теодору Липмаа, эстонскому геоботанику XX века. В 30-е годы он возглавил этот сад, внес огромный вклад в мировую науку об экосистемах и стал одним из первых академиков страны. Дорожка петляет между стеной и водоемом, уводя нас в зону лекарственных трав и тенистые уголки отдыха. Мы шаг за шагом исследуем этот зеленый лабиринт и плавно приближаемся к местному саду пионов. Подсмотрим, что там происходит.
Основа этой коллекции была заложена в 90-х годах благодаря цветам, подаренным Сулевом Сависаром, известным в Эстонии селекционером и знатоком пионов. Официально экспозицию открыли в 2004 году. Все посадки здесь сгруппированы по цветам, создавая великолепные переходы оттенков. Мне посчастливилось заснять самое начало цветения. Бутоны только раскрываются, но воздух над садом уже наполняется тонким ароматом. А вот и детская экозона, открытая в 2025 году в рамках инициативы «Зеленое кольцо Тарту». Мне очень нравится этот современный тренд. Никакого пластика, только природные материалы. А в разработке концепции участвовали сами дети. В ландшафт сада гармонично вписано более 20 скульптур из коллекции художественного музея. Одна из них привлекает взгляд сильнее всего. Это «Утопленница», работа Антона Старкопфа. Невероятно сильная, драматичная вещь. Спасибо, что прошли этот вдохновляющий путь вместе со мной. До встречи в следующей истории. Знаете, этот сад подарил мне столько чистой, светлой энергии, хочется возвращаться сюда снова и снова. В этот теплый день мне совсем не хотелось уходить в закрытую оранжерею, а значит, мы написали только первую главу. Туда, в тропические джунгли, мы обязательно вернемся зимой или поздней осенью, когда контраст с заснеженным Тарту будет особенно сказочным. Кстати, администрация сада разрешает устраивать пикники, так что смело берите с собой термокружку с любимым чаем и приходите слушать птиц в самом сердце города. А еще запланируйте поездку на конец октября. С 22 по 24 число здесь пройдет Тартусский биеннале света, который покажет эту локацию в совершенно фантастическом сиянии. До новых встреч!